Меня спросили, могу ли я просто сорвать гриб и посадить его, чтобы вырастить больше грибов. На самом деле нет. Я читал, что на протяжении всей истории, когда выращивание грибов находилось в зачаточном состоянии, существовал способ выращивания грибов. Можно было бы найти грибы, растущие на участке, а затем покопаться в этом районе, найти хорошие ростмицелия и, по сути, взять кусочек этого, я полагаю, почвы и мицелия, посадить его в другом месте, а затем вернуться в следующем сезоне, и тогда у вас будут грибы, растущие на этом участке, этот район. Но на самом деле это немного больше. Нет, вы не можете просто взять гриб и посадить его, ожидая, что вырастет еще больше грибов. Это определенно процесс, требующий сбора грибных спор. Так что давай посмотрим. Как и у этого гриба, у каждого гриба есть. У большинства из них есть, в зависимости от того, является ли это полипоровый гриб, гильдейский гриб или зубчатый гриб. У грибов есть множество различных способов распространения своих спор. У большинства грибов есть что-то вроде участка под шляпкой или области под ней, известной как жабры, где на самом деле образуются споры, а затем они возвращаются в природу. Один из способов, которым мы можем выращивать грибы, заключается в том, чтобы срезать шляпку, положить ее на лист фольги или плотной бумаги и оставить там на 12-24 часа, накрыв крышкой, и гриб, по сути, выбросит тонны спор на эту поверхность, которую мы ему дадим. Как только споры будут собраны, вы можете поместить их в стерильную среду или в лабораторию в герметичном контейнере, где у вас будет стерильная вода. Я обычно готовлю банку со стерильной водой и стерилизатор под давлением, который хранится в моем бардачке вместе со стерильной пустой бутылкой. Шприц и стерильный скальпель. Я возьму кусочек фольги и проведу им над стерильной водой, используя скальпель, соскребая споры в воду. И в этот момент я смогу набрать наполненный спорами раствор или воду в шприц. Если отпечаток спор высохнет, оставьте шприц увлажняться в течение примерно 12-24 часов, после чего вы сможете использовать его для инокуляции персиковых пластинок. Как только споры будут помещены на персиковые пластинки, им можно дать возможность прорасти и сформировать мицелий. А затем вы можете взять кусочки мицелия, чтобы убедиться, что все вокруг чистое и на нем нет плесени. И если плесень все-таки появится, то это потребует некоторой работы по очистке. Так что просто продолжайте переносить до тех пор, пока тарелка не станет действительно чистой. А затем используйте ее для приготовления зерновой икры. После этого вы можете использовать это для инокуляции любого субстрата, который пожелает данный вид, добиться полной колонизации. А затем обеспечить ему надлежащие условия для плодоношения, необходимые для каждого вида, и вы сможете получить свои грибы. Вот как ты их выращиваешь. Или же ты можешь просто вырастить икру и пойти и сделать прививку на открытом воздухе или в бревнах. Есть несколько способов, которыми ты можешь воспользоваться, чтобы начать выращивать эти грибы. Так просто нет. Ты не можешь посадить гриб и ожидать, что вырастут новые грибы. Я как раз пробовал некоторые из этих вешенок, и вот это вешенка. Это также один из самых известных спорообразующих вешенок, которые я когда-либо видел. На самом деле они еще даже не перезрели, но мы можем видеть эти удлиненные споры, похожие на сосуд. Так вот, это на самом деле споры гриба. Если бы ты собрал эти споры, ты мог бы использовать их для выращивания большего количества грибов. По сути, именно с этого начинается жизненный цикл грибов. Да, вы получаете споры, и они прорастают, превращаются в мицелий. Вырастают просто, чтобы произвести больше плодовых тел, просто чтобы произвести больше спор, просто чтобы вырастить больше грибов. Так что это довольно крутая штука. Но да, мы могли видеть эти сверхдлинные, похожие на школьные, свисающие споровые образования. Вот почему вам нужно носить маску в своей комнате для выращивания, если вы работаете там весь день, особенно с большим количеством вешенок. Они могут забиться в ваши легкие и все ваши носовые пазухи, и из-за них у вас будет очень сильная заложенность носа. Почти гриппоподобные симптомы, если вы особенно чувствительны к такого рода веществам. Я помню, когда я впервые начал выращивать вешенки, я выращивал их дома. У меня было что-то вроде холодильника, в котором я хранил их, и мы хранили там около 100 фруктов.
А затем в течение следующих нескольких дней я заметил, что все в доме покрыто тонким слоем пыли. И я понял, что это были споры, попавшие из холодильника, потому что у нас у всех в доме были заложенные носы, насморк и почти гриппоподобные симптомы. Как только мы смогли поместить грибы в эти контейнеры, которые в основном препятствовали распространению спор, тогда симптомы исчезли. Ушел. Но мы определенно всегда будем помнить об этом. И я не знаю, с тех пор я больше привык находиться рядом с этими грибными спорами. Еще одна интересная вещь заключается в том, что, возможно, сейчас я этого не вижу, но вы действительно можете видеть грибные споры, как будто они курятся. Ты можешь видеть, как эти маленькие струйки пыли, похожие на дым, поднимаются из грибов, и это споры. Они просто выбрасывают споры. На протяжении всего жизненного цикла этот гриб распространяет более миллиарда спор. Эти существа очень агрессивны, а грибы действительно хороши в продолжении своего жизненного цикла.